Давай, еще чуть-чуть. Ну. Как же я обожаю эту игру. Всем привет! Вы на канале Best Archive Discovery. Сегодня мы поговорим об игре Артур и Минипуты и разберемся, насколько эта игра похожа на Астерикс на Олимпийских играх. Если вы хотите ознакомиться с игрой Астерикс на Олимпийских играх, то на моем канале уже есть такое видео. Переходите по подсказке, если еще не смотрели, а потом возвращайтесь сюда. Приступим. Начнем сразу с сюжета. Он повторяет весь путь оригинального фильма с идентичным названием, вдобавок дополняя и растягивая его. Артур попадает в страну Минипутов, чтобы найти сокровища и по возможности отыскать своего дедушку Арчибальда. В этом ему помогут принцесса Селения, у которой совсем другие цели, и Барахлюш, который помогает им таскать сумки. Их путь лежит в земле Некрополиса. Геймплей. В этой игре очень и очень много механик работают идентично, что и в Астерикс на Олимпийских играх. К примеру, тарзанки, которые открывают проход, жуки, которые по сути являются камнями, которыми нужно двигать, чтобы запрыгнуть куда-либо, платформа, которая от тебя убегает, отведенные места, где нужно совершать двойной прыжок, лазание по перилам и так далее. Но и отличия от Астерикса тоже хватает. Начнем с того, что игра рассчитывает только соло-прохождение. Увы, поиграть с другом у вас не выйдет. Зато у вас есть возможность поиграть сразу за 3 персонажей, которые отличаются своими умениями. Артур — это кулачный бой, акробатические трюки, оглушение соперника, добивание и лазает по стенам. Селения обладает мечом, который может наносить удары по площади вихрем и рубить кусты ежевики. И Барахлюш — дальняя атака, возможность входить в узкие проходы и находить детектором моль-молей и руны. В бою Барахлюш самый неудачный вариант, я им практически не пользовался. Раз уж заговорили о персонажах, поговорим и про их стат. В игре невозможно прокачать им количество жизней. Покупать улучшения, умения нельзя, они раскиданы по локациям и собираются по мере прохождения. Жизнь у каждого героя своя, а не общая. Если один из персонажей умрет, начинаем с контрольной точки. Бои проходят одинаково всегда. На вас нападают осматы, вам преграждают путь, и нужно либо отобрать ключи и открыть ворота, что в игре происходит постоянно, либо, очень редко, вам нужно просто перебить всех солдат до последнего. Бои с ними тут затяжные, но не такие частые под конец игры, как об этом говорят другие. Про головоломки. Я не знаю, почему люди считают, что они сложные. Они средние. Ребенку лет 12, например, это уже будет по зубам. Секции с лазанием по стенам напрягают из-за неинтуитивного управления. Игра любит менять направление персонажа, просто сменив угол камеры на градус. Вот ты шел себе влево, потом угол камеры поменялся, и ты уже вместо того, чтобы идти влево, стоишь как вкопанный. Перед тем, как рассказать о других отличиях, я вам поведаю о своей проблеме, с которой я столкнулся в игре. Неважно, где я эту игру запускал, на десятке, XP, семерке, на 2 разных компах. Игра время от времени отключала мне клавиатуру и не давала возможности управлять персонажем. Иногда клавиатура отключалась, когда стоял на месте, а чаще всего во время боя или во время ходьбы. И если в это время была зажата любая из кнопок, она продолжала быть зажатой. То есть, если персонаж шел прямо, он продолжал ходьбу. Если готовился к атаке, он копил мощный удар, только Селения или Барахлюш. Причем в самом начале, когда я только начинал играть, клавиатура отпадала чуть ли не каждые 5 минут. Иногда это не помогало, и мне приходилось переподключать по несколько раз, чтобы наконец-то клавиатура заработала. К концу игры я уже стал реже отключать ее. Замечу, что игра моя была от издательства Акела. В игре вам 4 раза нужно будет сыграть в вертолетики, сидя на комаре и сбивая глобальные цели и осматов, которые мешают вам. 3 раза на одной локации и 1 раз на другой. Целиться в данной секции очень неудобно. Самое долгое время, которое я потратил на один такой заезд, 50 минут. Но я уверен, что каждый сегмент можно было пройти и за 15 минут. Просто частота отключения моей клавиатуры в этом месте была запредельной. Также вы можете посмотреть список целей, которые вам нужно выполнить. В игре также есть лифт для жуков, который доставит их наверх. Кстати, жуки здесь устроены хитро. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится пыльца,
которую нужно поднести к ним и скормить. После этого жуки раздуются и их можно будет двигать, но только определенное время, пока они не примут первичный вид. Второй тип жуков уже неуправляем и похож на платформу Грека в Астериксе. Подойди к нему близко, и он убежит в другую сторону. Здесь нет кейбл-кар, но есть лианы с кольцами, которые тратят ту же выносливость. Если вы зацепились после прыжка с лианы за уступ, выносливость продолжит опускаться. В случае, если она достигнет нуля, вы упадете мгновенно и не сможете вовремя совершить какое-либо действие. Также в игре про Артура нет аналога дартса, мишеней для жаб или музыкальных шкатулок. Вы можете оседлать лошабака, чтобы дойти до труднодоступных мест через каменные шипы. В этом случае вам нужно держать равновесие, чтобы не упасть на них. В игре есть мини-боссы и один босс в виде Мракоса. По сути, у них одна схема для победы. Бьешь их, пока над их головами не загорится кнопка действия, и потом выполняешь QTE, повторить до 3 раз. Под середину игры также появится рядовой противник, который требует только одну QTE для победы над ним. Отмечу, что любые QTE здесь требуют внимательности и скорости, иначе вы рискуете начать все сначала. Чуть не забыл, в игре есть улитки, которыми барахлюш может воспользоваться, чтобы выполнить разные действия. Для этого нужно в правильном порядке зажать горящие на раковине цвета. Это выглядит просто, но на самом деле это еще та морока. В конце игры вас ждет гонка на игрушечной машине. Падать вы будете с нее много и часто. Скажу вам честно, я не прошел игру до конца, так как бросил этот уровень и решил сразу писать сценарий. Даже в этом случае можно считать, что мы прошли игру на 100%. Поглядите. Катсцены в этой игре никак не пропустить. Поэтому если вы начнете всю игру заново, смотрите их по новой. Сложность у игры не такая высокая, как может показаться, но от вас требуется больше внимания, чем в Астериксе на Олимпийских играх. Это факт. В среднем игра проходит за 7 часов. Да, вот настолько она длиннее. А спидраны — это вообще песня. Они не популярны настолько, что всего 2 игрока устраивают забеги. Причем один на версии ПК, а другой на PlayStation. Время, за которое можно пройти на 100%, у ПК игрока ушло 5 часов и 14 минут, а Any% 3 часа и 58 минут. Ссылку на сайт спидранов оставил в описании. Так что это реально долгая игра. Теперь давайте поговорим о звуках. Звуки прыжков, ходьбы, травы, ударов Артура, тарзанки и немногие другие звуки один в один повторяются, как и в Астерикс на Олимпийских играх. Графически игра использует только анимации некоторых действий и стрелки, когда поднимаешь жуков. Сами текстуры в игре уникальны и не появляются в Астерикс на Олимпийских играх. Как вы могли понять, Артур и Минипута имеет больше своих уникальных черт, чем копирование идей. А теперь подведем итоги. Является ли Артур и Минипута копией Астерикс на Олимпийских играх? Однозначно нет. Хотя бы потому, что игра вышла 9 января 2007 года, а Астерикс на Олимпийских играх 9 ноября 2007 года. Что же это получается? Астерикс копия Артура? Можно считать и так, хоть и своих элементов в ней хватает. Учтем, что игра сделана одной и той же французской студией и издана Atari, поэтому неудивительно, что многие элементы повторяют друг друга. Возможно, маркетологи подумали, что в Артура будут играть подростки, а в Астерикса более молодая аудитория. Но вот я смотрю на это сквозь время и вижу, что Астерикс — это классика, которую играют люди всех возрастов. А вот об Артуре никто особо не вспоминает, хотя обе эти игры забытые по своей сути. Только вот Артур и Минипута в умах людей — это детская игра, которая воспринимается своими детьми как запредельно сложное нечто. Стоит ли играть в данную игру в 2024 году? Ну, если вы хотите проверить свои нервы на прочность, советую. Забейте на то, что Артур и Минипута — игра для детей. Вы не пожалеете, если сыграете в нее. Если, конечно, у вас таких же проблем с клавиатурой не будет, как у меня. Моя оценка этой игре 8 из 10. На этом я заканчиваю свой обзор. Пишите, играли ли вы в Артура и Минипуты раньше? Сколько вам лет было? Не забудьте подписаться на канал и не пропускать новые видео. Также предложите подходящую для этого канала тему в комментариях. Не прощаюсь. Увидимся.